Друзья, привет! Наконец-то записываю видео. Давно не записывал. Причем у меня сейчас актуальные две темы, достаточно актуальные, которые я хотел бы с вами обсудить, донести информацию по ним. Вот, и запишу, наверное, подряд два видео по этим актуальным темам. Первое. Они ассоциированы. То есть первая тема – это хочу записать видео про врачебные ошибки, про третью часть. Третьей части вы помните, что у меня 2 месяца я проходил МРТ, декабрь, январь, и у меня там было типа стабилизация. То есть никаких новых не находили, метастаз, все было стабильно. Вот, причем проходил в 2 разных местах, декабрь, январь, один в онкодиспансере, другой в МИПСе. Вот, и только в феврале или в конце января я оба диска отправил на пересмотр платный. И у меня обнаружили там, оказывается, 8 метастаз новых, еще с декабря. Вот, в МИПСе сразу же пересмотрели диск, сказали, да, мы виноваты, не увидели. В диспансере пока информации никакой нет. Вот, но это одна тема, это, которой я потом уделю время. А вторая тема – это то, что у меня был же гомонож 5/5 метастаз, и получается, что 2 очага, они сильно были в отеке, в большом отеке. То есть за месяц там отек увеличился с 1 сантиметра до 3 сантиметров. Вот, и было принято решение воспользоваться препаратом бевацизумаб. То есть его вливают, это противоотечный препарат такой, иногда в системную терапию включают с химиотерапией. Суть его какая? Он нарушает кровоснабжение опухолей, либо отека, то есть он ломает структуру сосудов, сужает их, и таким образом вот эта отечность, которая вокруг метастаз образуется, она уходит. Вроде как действенный очень способ такой работы, если дексаметазон не помогает. И вот было принято решение о том, что можно применить этот бевацизумаб по моей голове, по моим метастазам. Причем в краткосрочном курсе, не длительный курс делать, а краткосрочно 1-2 вливания, и только на отек. Вот. И получается, что 5 дней назад, 10 февраля, 10, да, мне ввели первую капельницу вот этого бевацизумаба. Я хотел бы поделиться особенностями и последствиями этого бевацизумаба, что я сейчас чувствую. Для меня он оказался очень тяжелым препаратом в плане того, что, первое, сразу повышается давление. То есть, если у вас давление до этого тоже было высокое, то здесь еще выше поднимется, нужен постоянный контроль. Что еще произошло у меня? Беда с ногами случилась. То есть обе ноги ниже колена при вставании, при статичном вертикальном положении, они начинали отекать, и их то есть их так растягивало сильно, казалось мне, что их растягивает, как будто они сейчас изнутри взорвутся. Вот это особенно было первые дни, вот сейчас там 5-й день, 6-й, да, уже немного полегче, но болевые ощущения остаются. И при прикосновении голени к мышечной части получается очень болезненно. Это прям сильно мне нарушило качество жизни, так скажем, потому что я когда вставал, я просто стоять не мог. И я не понимал, что происходит. Следующее. Это у меня полость рта, все десна опухли. То есть я не мог есть. Просто они раздулись, опухли.
И тоже непонятно что. Но потом мы уже начали читать подробно всю тематику по этому биоцизумабу, по этому препарату. И оказывается, что да, у него там куча вообще побочек подобного рода, что опасно, очень опасно с этим иметь дело, как оказалось. Ну, то есть многие говорят, что легко переносят, но вот мне он нехорошо, так сказать, по организму ударил. А следующее, что пропало, нет, даже так, уши. У меня такое ощущение, что их заложило. Вот. Тоже где-то на второй, на третий день это случилось. Вот. Это тоже с ним связано. И, соответственно, я забыл еще что-то. Но самое главное я рассказал. Спина. Вот, очень важно, спина. То есть у меня поясница так начала сильно болеть. И суставы, и где-то в подреберье, что, ну, прям неприятно достаточно. И это тоже как побочка было написано, это бевацизумаба. И я сначала подумал, да как так-то, ну неужели там какое-то прогрессирование за это, там неделю-две началось, да, с контроля. Вот. Оказывается, это вот бевацизумаб вот такие вот вещи вытворяет. И у него причем период выведения там 20 дней, то есть 20 дней он в крови находится полноценно. А прошло, получается, там 5-6, мне еще надо терпеть и терпеть. Плюс у него там высокий риск тромбообразования при применении, кровотечений различных внутренних органов и много-много-много всего. Поэтому, если честно, я пожалел, что вот пошел на эту капельницу. Лучше бы дексаметазон там таблеточками пил, либо дексаметазон в уколах. Но вот теперь приходится жить с тем, что есть, и ждать, когда же это все закончится. Ну, надеюсь, все закончится благополучно, отек снимется, и все эти побочки уйдут. Но, тем не менее, вот когда начал вникать в эту тему, там просто какую-то прям нереальное что-то по этому бевацизумабу в плане побочек. Но я говорю, люди пишут, что в принципе легко его переносят. Знаете, у меня тут такая мысль, а у меня-то вес большой, то есть у меня 95 килограмм вес, и получается, что мне там на вес граммовка вливается, то есть мне влили достаточно много его по объему, да, ну то есть соответствует моему весу, но по объему достаточно много. Может быть, это каким-то образом сыграло. Может быть, сыграла роль то, что у меня изначально, например, высокое давление, то есть 140 на 100, 130 на 100 всегда было. И вот сейчас оно стало подниматься там чуть ли не до 170. Вот. После этого бевацизумаба. Ну, как бы на второй раз я не хочу пойти. То есть я надеюсь, что клинику по головному мозгу, по отекам этим мы сняли одним вливанием, потому что сейчас у меня по голове нет ни шатаний, ни валкости там никакой, ничего, все более-менее благополучно. Но, например, второй раз испытать вливание вот этого бевацизумаба я не готов. Достаточно такая агрессивная, неприятная штука. Вот, поэтому имейте в виду, что нужно готовиться к этому, к вливанию. Нужно обязательно D-димер вот этот проверять. Нужно обязательно давление свое контролировать при вливании бевацизумаба. Но надо быть очень аккуратным. Это не какая-то легенькая какая-то жидкость, которая у тебя отек снимет из головы, и все, и там останется. С этим нужно очень аккуратно, поэтому имейте в виду. Если у кого-то были подобные вещи, расскажите мне, как справлялись. Вот, когда это закончится. А если кто-то готовится только, то имейте в виду, что это не безобидная вещь, а достаточно такие. Вот, и самое безобидность и обидность, и самое обидное, что это опять мы возвращаемся к голове, опять мы возвращаемся к тому, что где-то что-то не досмотрели, опять мы возвращаемся к тому, что изначально смерти не было на голову и развились эти все метастазы.
что сейчас пропустили, получается, 2 месяца наличия новых метастаз. Может быть, 2 месяца назад я бы перешел уже на семертинип, и, например, не было бы отека по старым метастазам, которые под гамма-ножом. Ну, то есть сложно тут понять, как правильно, но и все-таки центровое у меня вот это вот обида, не обида, а проблематика за головой именно от того, что недообследованность первоначальная. И вот сейчас опять она повторилась, то же самое, фактически просто смотрят 2 месяца подряд и не видят новых метастаз. То есть прогрессирование уже идет 2 месяца, да, и никто ничего даже не... Нет, мы не видим новых. А почему-то люди, которыми отправляешь в Москву, видят, и здесь уже идешь на пересмотр диска, и они, а вот точно, а вот же оно и есть. Ну, короче, вот такая вот тема. Очень приятно. Так что берегите себя. Все. До свидания.